Здравствуйте, друзья! Запад врет о потерях Германии. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Автор Игорь Матвеев, военный эксперт, полковник. В военной истории очень часто всегда бывает так, что потерпевший грандиозное позорное поражение, потом спустя десятилетия, а иногда даже столетия, пытается вполне не безуспешно превратить свой крах в победу. Такие прецеденты имеют место, начиная со времен египетских фараонов. Сейчас, в эпоху глобальных СМИ и интернета, масштабы фальсификаций, в особенности истории Второй мировой войны, достигли грандиозных размеров. Дошло до того, что в США и западных странах значительная часть населения, а иногда и больше, всерьез убеждены в том, что Берлин взяли англоамериканцы, а Восточный фронт был для гитлеровского вермахта второстепенным. Более того, особое внимание в этой кампании по фальсификации уделяется странам, не только входившим в организацию Варшавского договора, но и бывшим советским республикам, где с каждым годом число тех, кто начинает верить в такие измышления, только увеличивается. К сожалению, можно с уверенностью констатировать, что деятельность всех тех, кто пытается противостоять этому явлению, включая само российское государство, до сих пор остается малоэффективной и эпизодической. На самом же деле этот вопрос является основополагающим для всех антифашистских сил, поскольку одно дело, когда победа одержана путем беспримерного героизма и всемерного напряжения всех сил народа, а другое, когда враг повержен путем так называемого заваливания трупами и страхом перед пулеметами якобы стоявших за спиной войск заградотрядов. Такие лживые от начала и до конца утверждения разрывают связь поколений и заставляют людей, в первую очередь русских, терять веру в мощь своего народа, заранее обрекая их на поражение в продолжающемся глобальном противостоянии. Инструмент фальсификаций и лжи в отношении Второй мировой войны является действенным способом внести раскол в общество и далее способствовать условиям формирования внутригосударственных конфликтов, способных напрямую угрожать безопасности государства. Между тем в архивах сохранились абсолютно достоверные данные, свидетельствующие о гигантских потерях гитлеровской Германии, понесенных ею именно на Восточном фронте. Не будем при этом забывать, что гитлеровцы здесь активно проводили политику тотального уничтожения мирного населения СССР и военнопленных РККА, чего нельзя никак сказать о советских войсках и их отношении к самим немцам. Помните, гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Таким образом, превышение потерь среди граждан СССР над потерями граждан Объединенной Европы, входивших в Третий Рейх, было предопределено изначально. И тот, кто пытается в этом упрекать СССР и его руководство, просто совершает кощунство в отношении всех погибших. Итак, обратимся к свидетельству немецких архивов. На 1 марта 1939 года в немецкой армии состояло 3 200 000 человек. К 1 сентября 1939 года численность вооруженных сил Германии была доведена до 4 600 000 человек. Из них 2 700 000 служили в сухопутных войсках, 1 миллион в резервной армии, остальные в ВВС и ВМФ. Всего имелось к началу мировой войны 103 дивизии. То есть на обеспечение боевой деятельности одной дивизии задействовалось около 45 000 человек военнослужащих. Такие скромные усилия сопровождались введением обязательной трудовой повинности для лиц от 18 до 25 лет. Число работающих женщин увеличено до 13 800 000 человек, что составило треть всех рабочих и служащих. В Германии того времени неработающая женщина была редкостью. Официально немцы называют свои потери убитыми в войне с Польшей 10 572 человека, ранеными 30 322 и пропавшими 3409 человек. Хотя по сводке БАМА РШ 7/653
Потери убитыми в Польше 16 843, а пропавшими 320 человек. Число пропавших в 10 раз уменьшено, а количество убитых в 1,5 раза больше. В каждой оккупированной стране, не говоря уже о своих союзниках в войне с СССР, фашистская Германия привлекала для экономической деятельности население таких стран. Например, оккупация Польши дала Третьему рейху возможность смягчить трудовую повинность для своих женщин, потому что к работе были привлечены 420 тысяч пленных поляков. А в октябре 1939 года установили трудовую повинность всего населения Польши от 18 до 60 лет обоего пола. Таким образом, утверждение о том, что против СССР воевала вся Европа, отнюдь не является преувеличением. И в ходе информационных войн современности этой самой Европе надо напоминать об этом на всех ее языках. Победа над СССР и его оккупация должна была стать, если не конечным, но обязательным условием достижения целей мирового господства. Германия к моменту нападения, кроме уже мобилизованных 7 400 000 немцев, могла призвать еще около 8 миллионов. Но не менее 3,5 миллионов надо было оставить для работы в самой Германии и организации оккупационного порядка на завоеванных территориях. Ведь работать в гестапо, СД, Абвере и так далее должны были только истинные арийцы. То есть мобилизационный резерв в самой Германии в реальности составлял от 3 до 5 миллионов человек. В Европе проживало еще большее количество так называемых «Volksdeutsche» или этнических немцев. Из их числа можно было мобилизовать от 3 до 4 миллионов человек. Приток призывников давал еще 0,6 миллиона человек ежегодно. К приблизительной наибольшей численности вермахта можно было бы добавить призывников из числа покоренных народов. Но их число не должно было бы из соображения боевой способности и устойчивости превышать 10-20%. Может быть 30% от общей численности. Это дало бы еще 2-3 миллиона человек. А если война затянется и мобилизационные ресурсы придется использовать полностью, то и все 6 миллионов человек. Мобилизация в Германии в 1939 году началась со старших возрастов. Следовательно, при нормальном течении событий, то есть при победоносном Drang nach Osten, моб-ресурс составлял бы 15-16 миллионов человек, а при менее удачном стечении обстоятельств около 25-30 миллионов человек. За 6 лет войны подросло бы около 3 миллионов 600 тысяч призывников. Трудовые ресурсы Германии даже без женщин и военнопленных составляли 30-35 миллионов человек. Кроме того, за время войны в немецкую армию призвали 500 000 женщин, не считая вольнонаемных. В 1940 году население Третьего рейха увеличилось до 90 миллионов человек, а с учетом сателлитов и покоренных стран достигло цифры в 297 миллионов человек. По официальным данным переписи населения 1939 года в СССР проживало 170 миллионов человек. После присоединения Западной Белоруссии, Западной Украины, стран Прибалтики, Буковины, Бессарабии, население СССР на 1 июня 1941 года составляло чуть более 196 миллионов человек. Как известно, через Красную армию в годы войны прошли около 34 миллионов 500 тысяч человек. Это составило порядка 70% от общей численности мужчин в возрасте 15-49 лет в 1941 году. К декабрю 1941 года СССР потерял 7% территории страны, на которой до начала Великой Отечественной войны проживало 74,5 миллиона человек. В июне-декабре того же года было эвакуировано около 17 миллионов человек. Таким образом, сухие цифры статистики говорят о том, что никаких трупами завалили с палками на пулеметы и прочих лживых клеветнических подобных измышлений не могло быть и не было в принципе, потому что число призванных в РККА было примерно сравнимо с мобилизационным ресурсом самой Германии, не говоря уже о странах-сателлитах Третьего рейха. К слову, военнопленных этих стран – Франции, Голландии, Бельгии, Италии, Венгрии, Румынии, Испании, Финляндии и так далее
по итогам войны на востоке в СССР насчитали 1 миллион 100 тысяч граждан европейских стран. Среди них 500 тысяч венгров, почти 157 тысяч австрийцев, 70 тысяч чехов и словаков, 60 тысяч поляков, около 50 тысяч итальянцев, 23 тысячи французов, 50 тысяч испанцев. Были и голландцы, финны, норвежцы, датчане, бельгийцы и многие другие. Венгрия в ходе войны на Восточном фронте потеряла почти 810 тысяч человек. Италия почти 100 тысяч, Румыния около 500 тысяч, Финляндия почти 100 тысяч. Благодаря такой помощи Европы немцы смогли мобилизовать в армию 25% всего населения, а СССР мобилизовал только 17% своих граждан. Если немецкие потери были минимальны, а Красная Армия, как утверждает Марк Солонин и ему подобные, в 1941 году развалилась, то почему тогда же осенью 1941 года в Германии был призван весь контингент 1922 года рождения и встал вопрос о призыве лиц 1923 года рождения? Их призвали уже к лету 1942 года. В начале войны мобилизация началась со старших призывных возрастов, с контингента 1894-1906 годов рождения. Значит, с осени 1941 года было призвано только за время войны уже не менее 16 возрастов. Это около 8 миллионов 800 тысяч человек, немцев в границе Германии 1937 года. Считая среднюю численность призывного возраста, как свидетельствует фельдмаршал Вильгельм Кейтель, в 550 тысяч человек. Следовательно, только в течение лета-осени 1941 года призвано не менее 1 миллиона 400 тысяч человек. Так, численность вермахта на 22 июня 1941 года была 7,2-7,4 миллиона человек. И, наконец, если РККА заваливала трупами, то почему после поражения под Сталинградом в Германии объявили о тотальной мобилизации? И последний вопрос. В октябре 1944 года в Третьем Рейхе была объявлена уже сверхтотальная мобилизация, и всех непригодных к службе мужчин от 16 до 65 лет собрали в батальоны фольксштурма. Куда же подевались те несколько миллионов немцев и их союзников? Вы не поверите. Однако современным фальсификаторам и профессиональным лгунам современности успешно в прошлом оппонировали наблюдатели США, которые на 11 декабря 1941 года оценивали потери немцев в Восточной кампании убитыми в 1,3 миллиона человек, что примерно в 8 раз больше немецкой цифры 167 тысяч человек на 1 декабря 1941 года. Им, кстати, тогда вторили и сами немцы. Имперский министр пропаганды доктор Йозеф Геббельс 29 июня 1941 года в дневнике записал: «Русские защищаются отважно. Командование их действует в оперативном отношении лучше, чем в первые дни. Уже сражения июня 1941 года показали нам, что представляет собой новая советская армия», вспоминал генерал Блюментрит, начальник штаба 4-й армии, наступавшей в Белоруссии. «Мы теряли в боях до 50% личного состава». Генерал Г. Дёрр в книге «Поход на Сталинград» имел сведения о 100 тысяч убитых только за последнюю неделю января 1943 года в 6-й армии. Его данные косвенно подтверждаются количеством похороненных советскими войсками в Сталинграде 147 тысяч немецких трупов. Ветераны вермахта Видер и Адам рассказывают: в 1943 году поражения вермахта подавались победами. Показывались кладбища советских танков, автомашин, убитые и пленные. В кинохронике после нескольких выстрелов русские пускались в бегство, но в кинозалах, где сидели раненые немецкие фронтовики, поднимался свист, крики, вранье. Ни один солдат или офицер не говорит теперь пренебрежительно об Иване, хотя еще недавно они так говорили сплошь и рядом. Солдат Красной Армии с каждым днем все чаще действует как мастер ближнего боя, уличных сражений и искусной маскировки. Генерал-полковник Г. Фриснер, командующий группой армии Южная Украина,
Совершенно справедливо, что высшее советское командование, начиная со Сталинграда, часто превосходило все наши ожидания. Оно мастерски осуществляло быстрый маневр и переброску войск, перенос направления главного удара, проявляло умение в создании плацдармов и оборудование на них исходных позиций для последующего перехода в наступление. И совершенно неясно, а на самом деле понятно, куда в трудах фальсификаторов исчезает огромное огневое превосходство Красной Армии, особенно после 1942 года, когда на направлениях основных ударов буквально через 2-3 метра выстраивалась артиллерия крупных, от 122 мм и выше калибров, а также знаменитые «Катюши», по кому наносили удары сотни и тысячи советских штурмовиков и бомбардировщиков, ведь в конце концов не по Марсу, а по немецким войскам. Наконец, если бы потери РККА были настолько большими, то что мешало немцам в самые критические для них периоды, если бы их потери были столь минимальны, как утверждают лжеисторики марки, не объявлять тотальных и сверхтотальных мобилизаций, а просто призвать якобы имеющихся у них призывников и создать для себя на решающих участках фронта победный, хотя бы трехкратный по всем канонам воинской науки перевес в численности для решающего наступления. Но ведь этих-то призывников так и не нашли. И остается констатировать, что в случае с фальсификациями потерь вермахта и РККА налицо искусно организованная массированная кампания, проводящаяся в рамках информационной войны по пересмотру итогов Тегерана, Ялты и Потсдама, и имеющая своей целью избавление от России как от геополитического конкурента. Автор Игорь Матвеев, военный эксперт, полковник. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.